Всем привет, дорогие самостройщики! Вот и пришло у меня время заняться крыльцом. Значит, надо будет залить крыльцо. Полное поэтапное видео мне не получилось заснять, поэтому покажу, что было сделано в общем. Ну и, в принципе, я думаю, будет понятно. Значит, много было прочитано, услышано мною, что как все-таки залить крыльцо, стоит его упирать на стены фундамента, не стоит. Хотя это крыльцо, конечно, надо было заливать вместе с фундаментом заодно, но тогда это сделать не получилось, поэтому пришлось сделать сейчас. Вот я, значит, поставил сваю в одном из краев крыльца, и будет у меня упираться, значит, к стене, к фундаменту на 4 точки. Значит, тут раз. Здесь сверху 20 арматура, снизу 2 стержня 10 арматуры. Далее, значит, у меня идет в середине оперения идет на 2 десятые, 2 стержня 10 арматуры. Значит, в углу, значит, сверху также 20, снизу 2 десятки. Это третья точка опоры. И четвертая точка сбоку, это также сверху 20 стержень, снизу 2 десятых. Вот так они выглядят. Кстати, расстояние я оставил поболее. Вот между стержнем и верхом бетона, также снизу. Так как крыльцо все-таки находится на улицах. На улице находится постоянно в сырости, в тяжелых условиях. Поэтому я решил все-таки арматуру углубить подальше вглубь бетона, чтобы он поменьше впитывал влаги, то есть чтобы влага до него не вставала. Здесь у меня, значит, углы укреплены все уголками, стянул дополнительно. Посередине пустил сетку 50 на 50, не стал полностью обшивать, полностью вязать арматурой. Арматура нынче это роскошь, поэтому сделал так вот. Снизу, значит, у меня 20 сантиметров песка, подушка, далее идет гидроизоляция. Сверху положил утеплитель 2 сантиметра пеноплекса, чтобы все-таки мостик холода был меньше. Здесь, наверное, спросите, почему торчат вот эти вот грибки. Это сделано для того, чтобы если песок все-таки осядет когда-нибудь или его смоет, пеноплекс все-таки также останется на весу вместе с крылечком моим. То есть он зальется бетоном, и пеноплекс будет всегда прилегать к бетону. К стенке я тоже поставил пеноплекс двойку, чтобы уперение у меня вот всего лишь на 4 точки, чтобы было меньше мостика холода, а между ними пеноплекс. В целом это выглядит вот так вот. Я надеюсь, этой арматуры будет достаточно, чтобы нести нагрузку на мое крылечко. Все-таки оно небольшое, упирается на 2 стены, плюс вот свая. Также я оставил вот стержень для столбиков. Согнул его буквой Г. Подвязал к основной арматуре. С этой стороны, значит, крыльца. Вот вы видите. Ну и с другой стороны крыльца тоже будет столбик. Сюда тоже подвязал с такой стержень. Оставил его по 13 сантиметров от стенок, значит, от краев. Здесь, значит, у меня будут вот 2 столбика. Ну и сверху, естественно, крыша. С этого края и с этого края будут столбики. По нагрузке и по арматуре я никаких расчетов не делал. 20 арматура у меня была уже, лежала давно. Я ее связал. 10-я, в принципе, половина была тоже. Я ее вот докупил немножко. Ну, буду надеяться, что все-таки нагрузку выдержит это все. Дело, значит, связал полностью. Здесь, значит, сделал сваю, диаметр 200, 3 стержня 10 арматуры. Ну, думаю, все-таки, я говорю, как и говорю же, уперение будет на 2 стены, плюс свая. Думаю, это все у меня выдержит. Сделал опалубку вот. У меня, кстати, опалубка еще оставалась от фундамента. Подшил вот такую вот фанеру
30 сантиметров, значит, у меня будет общий бетона. Бетон у меня будет марки М300. Закажу миксер. Ну и все это дело залью, провибрирую. Думаю, должно получиться неплохо и надежно. Как я уже говорил, было много мнений по этому поводу. Стоит ли опирать крыльцо к фундаменту, не стоит. Но я все-таки решил сделать так. И упереть крыльцо к существующему фундаменту. Кто знает, подскажите, пожалуйста, кто все-таки сталкивался с этим. Надо было так делать или нет. Значит, вот так вот у меня опалубка выставлена. Опалубка, как я уже сказал, у меня была. Осталось от фундамента, лежали обрешетка. Это вот забил множество колышек, поставил вот такие упоры. Ну, я говорю, высота крылечка будет 30 сантиметров, поэтому, думаю, должна выдержать. Ступеньки я не стал делать, так как у меня всего лишь будет ступенька 20 сантиметров. То есть 30 сантиметров минус тротуар 10 от мостка, то есть и останется 20. Думаю, будет достаточно. А вот и прибыл миксер к нам. Сейчас будем заливать. Значит, вот как бетон схватился, через пару часов я чуть полил его и накрыл вот так вот, чтобы он не пересыхал. Значит, вот бетон у меня был 1,8 куба, вот остатки здесь, значит, пришлось выложить. Значит, вот так вот получилось. Потом разберем опалубку и посмотрим, что там у нас внутри. Отфибрировал, в принципе, я хорошо его, поэтому, думаю, должно получиться неплохо. Ну, посмотрим. Через 2 дня разберу опалубку и увидим. Вот, ребят, спустя 2 дня я снял опалубку, убрал пленку, еще раз пролил это все дело. В принципе, получилось неплохо, я доволен. Есть, конечно, 2 небольших минуса, которые я сейчас подчеркну. Они незначительные, но все же немножечко неприятно. Как я уже сказал, ступенька на данный момент высокая, но потом она станет меньше. Когда появится тротуар, ступенька останется всего лишь 20 сантиметров. Теперь покажу эти 2 небольших минуса, которые все же допустил. Первое, это значит вот в этом месте. Видим очень много пор. Не совсем все гладко, это значит, я плохо провибрировал. Это незначительный минус, но все же немножко неприятно. Здесь вот видим, все гладко, все хорошо. Ну ладно. Второй, значит, минус, который я заметил уже через 2 часа, как приехал накрывать это всю пленкой. Вот в этом месте у меня появилась уже трещинка. Здесь вот она небольшая, но уже через 2 часа она появилась. Хотя и погода была всего лишь 15 градусов, не было жарко, но бетон уже пересох. Поэтому по возможности накрывайте пленкой сразу, чтобы такого не было. Она только в этом месте, больше ее нет, сантиметров от 30. Но все же тоже не совсем приятно. В дальнейшем, конечно, посмотрим результат, стоило ли примыкать крыльцо к существующему фундаменту. Я буду наблюдать за всем этим. Сделаю тоже видео. От вас жду комментария, чтобы вы мне сказали все-таки, стоило это сделать или не стоило. Ну и подсказали все минусы, чтобы не допускать этих ошибок впредь. Потому что мне еще сзади надо будет заливать такое же крылечко. Поэтому подскажите, пожалуйста, кто знает. Ребят, всем спасибо и всем пока.